Всем привет, с вами Александр Лебедев, и в сегодняшнем видео я расскажу, как запустить Raspberry Pi 3, зачем нужен удаленный доступ и как его настроить, и напишем простенькую программу на Python, и это будет не Hello World. Для первого запуска нам в любом случае понадобится монитор с разъемом HDMI, клавиатура и, если хотите, мышь. Подключаем всю периферию и запускаем Raspberry, подключая к нему кабель microUSB. Ждем запуска системы и начинаем настройку. Выбираем язык и временную дату. Выбираем, какой будет пароль в нашей системе. Дальше выбираем сеть, к какой мы хотим подключиться, и важно, чтобы ваш компьютер был подключен к той же сети, чтобы затем установить удаленное подключение. И лучше сразу сделать обновление системы до последней версии. После обновления системы перезагрузим Raspberry. Теперь зайдем в конфигурацию системы и установим все интересующие нас интерфейсы. В данном случае я советую сразу включить VNC, I2C, GPIO и Serial Port. А сейчас нужно настроить VNC сервер. В принципе, какие-то комментарии говорить не имеет смысла, поэтому просто вводите те же команды, и у вас все обязательно получится. Если у вас вдруг появились какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. После настройки VNC нам нужна маска сети. И всего одной командой мы получаем маску. Вот маска нашего Raspberry. Теперь откроем программу Advanced IP Server и зададим диапазон поиска. У вас он будет примерно такой же, как и здесь. Нажимаем сканировать. При этом важно в условиях поиска поставить отображение неизвестных устройств, потому что иногда Raspberry находится именно там, как в моем случае. Находим Raspberry и записываем его IP-адрес. Теперь в программе VNC Viewer создадим новое подключение с параметрами нашего Raspberry. Запишем его IP-адрес и маску сети. Для подключения указываем имя и пароль Raspberry. Вот и все, теперь можно работать на Raspberry удаленно, без использования монитора, клавиатуры и мыши. И это очень удобно. Осталось только настроить автозапуск VNC при включении. В комментариях я оставлю все команды для того, чтобы вы смогли им воспользоваться. После перезагрузки можно уже спокойно подключаться к Raspberry. Как вы видите, ничего сложного тут нет, и если вы это сделаете в своем проекте, в дальнейшем вам будет намного проще работать. Теперь напишем простую программу на Python. Для начала подключим библиотеки, с которыми мы будем работать. Эта библиотека работает с GPIO и библиотека работы со временем, с помощью которой можно реализовать задержки. Следующим шагом является то, как мы будем обращаться к ножкам GPIO. Есть два способа обращения, и я буду обращаться к общим номерам ножек. Да, и для того, чтобы облегчить задачу, я рекомендую распечатать себе вот такой листик с номерами и функционалом выводов. Я буду подключать два светодиода и одну кнопку. Поэтому делаем объявление, что ножка 37 и 36 являются выводами, а ножка 7 является входом. Любая программа начинается с объявления основного цикла true. Теперь запустим цикл, в котором будет работать наш кусок кода. Будем поочередно включать и выключать светодиоды с задержкой в 1 секунду. И давайте сделаем отображение текущего состояния светодиодов в терминале. С этим разобрались, теперь давайте задействуем кнопку. Она имеет вот такую схему подключения. Запишем условие, что если кнопка нажата, здесь это значение false, то пусть первый светодиод у нас мигает с какой-нибудь частотой f, время работы обозначим через t, а второй светодиод погасим. Теперь в начале программы укажем время работы светодиода и вычислим частоту. Давайте еще сделаем вывод сообщения о том, с какой частотой мигает первый светодиод, и что второй светодиод выключен. В конце программы поставим прерывание для того, чтобы выключать программу.
Еще в конце программы лучше добавить очистку GPU, чтобы Raspberry не запоминал состояние пинов и при новом запуске не возникало конфликтов. Хорошо, теперь запустим нашу программу и проверим, как она работает. Теперь запустим программу через терминал Raspberry. Это желательно сделать, чтобы убедиться в том, что программа будет адекватно работать, если мы добавим в нее автозагрузку. И программа у нас не запустилась. А устранить такую проблему можно очень просто. Открываем наш исходный код и в начале программы добавляем вот такую строку. Он позволяет запускать программы на всех версиях без ошибки. И на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Если видео оказалось вам полезным, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Ваша подписка очень важна для развития канала. Пока!